Привет, друзья! Привет! Вы на канале «По ту сторону», и сегодня мы вернулись туда, куда мы обещали. Это усадьба Тышкевичей. Сейчас мы пойдем проведем эксперимент, потому что есть интересные моменты в истории. Посмотрим, получится ли у нас с кем-то связаться. В прошлый раз у нас это получилось, нас кусают комары. Да, но в прошлый раз было холодное время года, и не было комаров. Сейчас очень много комаров и мошек. Поэтому мы постараемся это сделать быстро, чтобы нас не скушали. Вперед! Снова мы приехали в это место, как вы можете наблюдать. Я тут уже раз, наверное, 7-й по стечениям таких обстоятельств. Но здесь есть одно место, ради которого мы сюда вернулись. Да. Посмотрите, крыша, насколько крыша разваливается. Вот это здание, чтобы вы, ребята, имели в виду, его выкупили за, по-моему, $80 тысяч. Всего лишь. Но, да. За такие деньги и квартира в Минске. Но вы же понимаете, без отделки, что это здание надо сносить. Его отделывать, его просто нужно будет восстанавливать, а не отделкой заниматься внешней. Да, все. И самое интересное, что постройка там и 100 лет ей нет. Осторожно, Алена. Вот, идешь, и можно провалиться вот так вот в ад. Что за звук был? А тут рядышком деревня. Вон, видишь, дома. Там дальше дома. Но мы, ребята, идем сегодня в другое место. Не в эту заброшку. Собака, я испугалась. Мне показалось движение или нет? Собака, она еще так бежала целенаправленно. Я думала, все. Хорошо, что она не гавкала. Ну что, мы на подходе уже, я так понимаю. Ну, да. Я видела это место только в сумерках. Или даже сейчас уже она будет делать ночи. так. Да. Ну ничего, вот такие места я люблю. Да, так и будет. Вау. Очень красиво. Ну что, ребята, мы вернулись. Пережив 2 войны, это место выглядит очень даже неплохо, хочу я вам сказать, друзья. Ну что, пойдемте посмотрим сначала, потому что в сумерках я восхитилась. Да, это место мы вам не показывали, а еще в нем выросло дерево, вон из крыши торчит. Да. Оно прямо проходит через всю усадьбу изнутри. Да. Интересно, кто с нами здесь выйдет на связь. В прошлый раз нам кто-то, прикрепляем ссылку на видео, ответил, что здесь кто-то есть карандашами. Но нам помешали люди, которые пришли, и то, что у нас сел свет в прошлый раз, поэтому мы не смогли провести качественный эксперимент. Очень добротно. Мне кажется, это здание простоит дольше, чем лесное. Посмотрите, ребята, какие массивные стены. Вообще. 4, по-моему, кирпича они, да? И самое интересное, что это был охотничий домик всего лишь. Да, Алена, расскажи немножко предысторию этого места. Ну, данное здание было построено в 19 столетии одним богатым человеком, его фамилия Тышкевич. Историю мы, как всегда, более подробно приложим. Он был заядлым охотником и приезжал в Налибокскую пущу, где мы сейчас находимся, чтобы поохотиться. Но в итоге он сначала построил деревянный домик, потом этот деревянный домик перерос вот в эту красоту. И прилежащую рядом территорию в 400 гектар он сделал на современный лад с зоопарком, или, может быть, наверное, тоже будет правильно сказать, как заповедник, потому что он занимался разведением оленей, медведей даже и так далее. То есть это место очень интересное, нам было бы интересно пообщаться с ним. Усадьба Тышкевичей вялая. Тышкевичи заложили основания для будущей усадьбы еще в конце 30-х годов XIX века. На тот момент это был одноэтажный охотничий дом, однако после сильного пожара, уничтожившего деревянную постройку, сын графа решил возвести кирпичный дворец. На своих владениях Тышкевичи организовали настоящий зверинец, где разводили оленей и даже медведей. Общая площадь порядка 500 гектаров. К тому же в Рудне был создан настоящий пейзажный парк со множеством редких деревьев и растений. Его формирование начиналось еще в 1851 году.
Как и для многих других исторических мест на территории Беларуси, 20 век не принес ничего хорошего. В 1914-1916 годах тышкевичи покидают свою усадьбу, а их земли попадают под управление польской власти. Во время Второй мировой войны советские партизаны взорвали усадьбу, пытаясь выкурить немецких солдат. В послевоенное время остатки строений разбирали местные жители. Зверинец Тышкевичей на какое-то время стал Вяловским государственным заповедником, но уже в 1951 году был закрыт. Оно прям очень крутое. Я люблю такие места. А я говорила. Вон какие своды остались над колоннами. Как поют птицы, вы только послушайте. Уже тепло. Уже очень тепло у нас, да, у нас уже, можно сказать, конец мая, 20 градусов, и мы такие по-летнему одеты. Ну, конечно же, кто-то что-то... Ну, как-то мне не сильно комфортно по ощущениям здесь. Да? Угу. Тебе нормально? Да. Я же ведьма, не забывай. Все женщины ведьмы. Ну да, наверное. Я хочу осмотреть. Вот такая вот арка высокая, ребят. Меня, наверное, надо 4 здесь или 5 даже. Я достаточно высокая. Но меня поражает, что сохранилась даже местами вот эта отделка, слушай. Усадьба 19 века, да? Да. Усадьба 19 века. Ну, охотничий домик, но для охотничьего домика, извините меня, Ну да. прилично. Такое строить для охотничьего домика. Ну Все, что, в ребята, итоге? ищем место, начинаем наш эксперимент с карандашами. Ребят, на фоне будет играть музыка, потому что здесь рядом деревня. Близко деревня, да, не обращайте внимания, это этого не избежать. Да. Дух этого места приди, дух этого места приди, дух этого места приди. Ты пришел? Как это понять? Одна палочка, только мы не знаю. Пока ничего не понятно. Да. Есть вероятность, что здесь вообще никого на самом деле уже и не будет. Дух этого места приди, дух этого места приди, дух этого места приди. Ты пришел? Да, ну, надо Мгм. поднимается в любом случае. Значит, кто-то здесь живет. Блин, комары. Спасибо, что ты пришел на наш зов. Мы тебе очень рады. Ты нам рад, что мы хотим с тобой сегодня пообщаться? Мне кажется, сейчас будет нет. Это мы еще просто без растопки льда работали. Ну да. Давай с тобой познакомимся. Мы пришли не с плохими намерениями Мы хотим... узнать историю этого места. Да, Мы... да. Мгм. Куда ты смотришь сейчас? Ты испугалась? Я посмотрела на тень на этом, но эта тень отражается от дерева. У нас нету злого умысла, мы не причиним никакие мародерские какие-то движения в отношении этого места. Разреши нам с тобой пообщаться. Почему Что ты не можешь? нарисовано на дереве? Какие-то языческие, может? Слушай, Ну, потом, не ребята, вам, я замечала. не знаю, увидите вы или нет, но потом мы вам покажем. Мгм. А, дух этого места. Да что ж такое-то? Ты посмотри, что вытворяет. Он не хочет просто нам отвечать, поэтому он так, наверное, реагирует. Ты шалишь? Ты вредничаешь? Дух этого места. Ты сейчас вредничаешь, потому что не хочешь с нами общаться?
Да. Кто у нас шаловливый? А ты можешь рассказать немножко о себе? Мы можем задать тебе вопросы о тебе? Да. Мгм. Комары Спасибо. очень едят прям. На самом деле, ребят, такое настроение какое-то озорное вот у нас, да, вы Может, это заметили, ребенок? наверное. И вот такой же дух к нам пришел. Давай Да. спросим, был он человеком или нет? А дух этого места. Ты был раньше человеком? Да. А ты был Ты ребенок? Мне кажется, почему-то, что нет. Да нет. Подросток, скорее всего. Ты подросток? Ты был подростком, когда умер? А Да. откуда здесь подросток? Ну, война. Откуда? Давай, кстати, спросим. А ты был здесь во время войны? Какой-нибудь из двух? Да. Да. Ну, в принципе, неудивительно. Ты здесь, ты в этом месте Ты рядом жил? жил? Ты в этом месте жил? А мне кажется, знаешь, что может быть? Это же усадьба была, когда была война. Да. А знаешь, есть же там не придворные, а люди, которые как вот, Следили? прислуга, да, и они часто живут со своими детьми в Ну, усадьбах. кстати, может быть. А ты был ребенком кого-то из... Работников этого места. Да. Интересно, а почему он здесь остался? Ну да. А тебя держит, тебя это место чем-то держит? Держит тебя это место? Мгм. Подскажи, пожалуйста, ты ушел из жизни своей смертью? Думаю, что нет. Да нет. Что значит да нет? Ты болел? И ты умер из-за болезни? Хм. Да нет. Ну, что-то повлияло, видимо. Тебя, То есть он не из-за болезни? тебя, может быть, ранили во время войны? Да нет. Да нет. Ну, Ну, что мне ж кажется, такое-то? что он немножко подшучивает над нами почему-то. Ты сейчас с нами шутишь? Ну, в общем, он такой, врунишка. Любит приврать, скорее всего. Ну, а что подростку еще делать, правильно? Да не пугайся так. Так. Ну, в таком случае мы попробуем домового позвать. Может, он захочет с нами общаться? Да нет? Ты так думаешь? Он не придет? Такое чувство, что прям идут люди. А да. скажи, пожалуйста, ты один обитаешь в этом месте? Только здесь твоя душа? Ну, нет. Ну, кстати. А мы в прошлый раз, когда в этом месте вызывали духа, мы вызвали тебя? Да. Ты нас помнишь?
Да, не знаю. Это, ребята, очень интересно. Вот каждый раз вы заметили, вот целенаправленно хотим пообщаться с кем-то одним, Да, а а в приходят... итоге приходят абсолютно разные духи, потому что невозможно предугадать, кто обитает в таких местах, кто вообще Да. может здесь задержаться, чья душа. Мы вообще думали, тут будет домовой. Да, либо домовой какой-то, который оберегает, либо, о, рвется в бой, смотрите, само по себе, либо князь, который здесь жил. Князь или кто здесь Нет, это жил? просто богатый человек. Ну, Вот, типа может быть, помещика. думали, его душа, может, здесь осталась, которая здесь содержала Ну, этот либо он зверинец. придет к нам, да. А тут вот так вот получается. Хорошо. Ты застал, когда здесь был зверинец? Ты здесь уже жил? Он сначала хотел пошалить, Угу, а сейчас... да. А тебе нравилось здесь находиться рядышком с животными? Не Нет. нравилось? А они представляли какую-то опасность для тебя, для окружающих? Не знаю. А над животными издевались здесь? Да. Да. Мы думали, что этот зверинец был во благо там разведения, популяции. Тот человек, который создал этот дом и этот зверинец, он любил убивать животных, да? Он охотником был. И он создал этот зверинец, чтобы убивать животных. Он сам же ходил и их убивал здесь, в этом же зверинце, да? Вот так, ребята. При этом это место, уничтожили браконьеры, да? Он сам особо не отличался, значит, здравомыслием. Понятно. Да что ж такое-то? Ну, он вообще шалит прям. Мы даже Непонятно. Ничего не спрашиваем. Шалун такой. Так. Ну, надеемся, что тебе с нами интересно сейчас уже поговорить. Сейчас замолчал. А ты бы хоть... Да нет. Да не знаю да, не уже. знаю. Уже не знаю. Подтопили, Лёд, подтопили. Так. А ты бы хотела у нас что-нибудь спросить? Да. Сходу. Прикольно. А давай мы с тобой попробуем, знаешь, как сделать? Раз он такой общительный. Давай, что? Не до конца соприкасаясь палочками. Будут они или нет? Не знаю, может, должно как-то... Ну, давай Вот так вот, немножко совсем. Будут они подниматься, опускаться или нет? Даже интересно. Дух этого места. Ты еще с нами? Они сами как-то притягивались. Прикольно. Вот даже с тем, ребята, что мы практически вообще не соприкасались, они только соприкоснулись, сразу поднялись. Да. Ну, есть. Наверное, какое-то магнитное поле создается, мне почему-то так кажется. Ну. А тебе нравятся те люди, которые сюда приходят? Алкаши эти, мне кажется, нет. Никому не нравится. Не нравится. Ну, Вот, да, ребята, они тут... смотрите, да? Мы даже их разъединили, они все равно вниз опускаются. Надо придумать нам какую-то систему, да, всё-таки, Ну да. чтобы не держать их, а чтобы они сами. Чтобы вы наверняка знали, что мы не делаем подстав и Мне кажется, и так все знают. постанов. А скажи, пожалуйста, здесь проводятся какие-то обряды в этом месте? Ну да, интересно. Да. А это, ну давай. Языческие обряды? Да. А этот знак на дереве, который мы сейчас, вот около которого мы стоим, он относится к этим обрядам? Сходу, да.
Так ты посмотри на дерево, расщелины, они сожжены. Как это могло быть? Ну, знаешь, есть ну, язычестве белорусском, есть же разные духи, которые там дух огня, молнии, ветра, земли. Это дерево, оно заколдованное? Ну, как сказать? Ну, пускай так, заколдованное. То есть с ним производили какой-то обряд, с этим деревом, поэтому на нем нарисовали данный рисунок. Да. Да, я спрошу. А это добрый обряд? Ну, слава богу. То не хватало нам тут негативной энергии. Спасибо большое. Нам было очень интересно узнать про это место немножко. Хотя ты немного с нами побаловался, пошутил над нами. Ну да, мы это уже поняли, что да. Спасибо, что пришел, что рассказал нам немножечко из истории этого места. Может быть, где-то и приврал, но все равно общаться с тобой нам очень понравилось, ты нам поднял настроение, что бывает достаточно редко. Прям рвется в бой, слушай, так высоко. Теперь тебе нравится с нами общаться? Мне почему-то кажется, что это мальчик. А давай спросим. Я сразу думала, что это мальчик. Ты был мальчиком? Что значит не знаю? Вот опять шалит. Да, не знаю. Не определился? Давай еще раз. Ты при жизни был мальчиком? Да нет. Да нет. Ты уже вводишь нас в какие-то загадки. Давай так, ты при жизни был девочкой? Да. Я поняла. Ты была девочкой, но у тебя был мужской характер, да? Ты была очень такая серьезная, такая пробивная. Да. Такая, типа, как мальчуган, да? То есть, как девчонок пацанка. Ты была такая пацанка. Да. Прикольно. Интересно, да? Ты все время думаешь, что ты общаешься с мальчиком, да, а по факту ну, это энергетика девочка. была конкретно как будто мужская. Сильная энергетика, да. У тебя очень, да, такая сильная мужская энергетика. Норовистый какой-то характер. В общем, мы поедем. Нам Да. было приятно с тобой пообщаться. Спасибо, что ответила. Да. Извини, что мы сразу посчитали тебя мальчиком. Мы не хотели. Но, Да. видишь, ты сама считаешь себя отчасти с мужским, так сказать, началом и с мужским характером. Спасибо тебе большое. Даже не знаю, что еще сказать, но До свидания. пока-пока. Кукушка закукукала. Да. Вот, ребята, о чем мы вам говорили в ходе эксперимента про дерево. Вот смотрите, все деревья живенькие, с листиками, и вот это вот дерево, оно полуумершее. Угу. И смотрите, что на нем. Вот такой вот какой-то знак. Кто Очень разбирается, это какой-то языческий знак. Но это, Такое ощущение, что как два глаза. по-моему, это не знак ведьмы точно, но посмотрите, ребята. Вот этот. Не, на самом деле я не Как думаю. будто оно изнутри прожжено. Вот там и дальше идут тоже такие штучки. Ну что, ребята, отсняли эксперимент? Не ожидали? Вообще не ожидали. Интересный итог получился. У нас интересная находка во время эксперимента. При этом при осмотре мы даже не заметили этот знак, это дерево. И опять-таки мы возвращаемся к нашим истокам. Это все-таки язычество, все-таки оно прогрессирует. Еще люди этим занимаются. Это достаточно В это интересно. верят и этим занимаются, да. В эксперименте мы не ожидали такого поворота, но были приятно, можно сказать, удивлены.
и посмеялись, и пошутили вместе Да. с духом этого места. Это Да. оказалась девчонка. Все видели сами. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за то, что вы с нами. Обязательно комментируйте этот выпуск. Комары не дают нам покоя. Обязательно комментируйте, обязательно ставьте лайк. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Ну а мы дальше обещаем вам хороший, качественный контент. Пока. До Пока. скорых встреч.